Здравствуйте, мои хорошие! Какой Новый год без Jingle Bells? Поэтому сегодня я вам расскажу о том, как можно сыграть и новичкам блеснуть Jingle Bells, и тем, кто уже владеет сменой позиций. Я подготовила для вас два варианта исполнения. В описании видео есть фонограмма. По этой ссылочке вы можете пройти и скачать фонограмму. Единственный небольшой нюанс по поводу фонограммы — смена тональности, о которой я расскажу в конце видео. Поэтому досматривайте до конца, лайки ставьте и подписывайтесь на мой канал. Также буду рада вашей помощи, если вы мне подскажете, как расположить файл в описании видео, прикрепить его, потому что у меня не получилось. Поэтому весь нотный материал, тот, который будет задействован в этом видео, вы можете сделать только скриншоты на экране своих мобильных устройств, либо планшетов и других гаджетов. Сначала я расскажу про самый простой вариант для новичков. Он будет исполняться в первой позиции. Сейчас вы видите ноты на вашем экране. Все достаточно просто. Мы исполняем это в соль мажоре, поэтому пальчики прописаны у вас. Напоминаю, птички под нотами — это те пальцы, которые должны стоять рядом, независимо от того, на одной струне вы играете, либо на соседних струнах. Это обозначение специально для этого и сделано. Два пальчика ставим рядышком, чтобы ноты были чистые. Что касается распределения смычка, здесь все просто. Мы отдельные нотки играем маленькие длительности на половинку смычка. У новичков это четверти, а те, кто уже владеет позициями, там восьмые. Длинные ноты мы играем целым смычком. Если у вас встречается лига между одинаковыми нотками, как сейчас вы видите на экране, это всего лишь черточка под лигой. Это значит, вы должны сделать остановку и продолжить в ту же сторону. Для припева Jingle Bells мы должны перенести наш смычок к колодочке для нашего удобства. А еще есть такое предложение для вас. Для тех, кто еще не совсем хорошо и качественно владеет ведением смычка, вы можете сыграть Jingle Bells на пиццикато. Все нотки, которые для новичков будут на экране вашем, вы можете использовать и сыграть. Мелодию вы прекрасно знаете, поэтому не составит труда услышать то, что вы должны сыграть, и ритм, который вы должны сыграть. А смычок можете отложить в сторону и сыграть пиццикато. Как мы играем пиццикато? Мы ставим большой пальчик на уголочек нашего грифа и на всех остальных струнах щипаем указательным пальцем над грифом. Почему над грифом? Потому что здесь не играет смычок и канифоль не оседает, и ваш палец останется чистым. Если вы будете щипать там, где у вас канифоль, ваш палец, во-первых, останется белым, а во-вторых, ваш палец будет прилипать ко всему остальному. Также этот способ можно использовать и не только, конечно, новичкам. Это для разнообразия вашего произведения Jingle Bells. Поэтому смотрите, сколько вариантов я вам предложила. Исполнить Jingle Bells на пиццикато — одно проведение. Второе проведение сыграть в первой позиции. Еще одно проведение сыграть в третьей позиции. Либо куплет, либо припев. Вы можете разнообразить таким образом. И поверьте, вы будете в глазах других людей выглядеть уже профессионалом, потому что вы владеете различными способами и навыками игры на скрипке.
Также предлагаю, как и в предыдущем видео Song from a Secret Garden, где мы разбирали это произведение, я предложила небольшую маленькую хитрость для вас, для вашего удобства. Мы наклеили под третий пальчик, в первой позиции вы находите ноту ре, либо ля на ми струне. Это абсолютно не важно. Мы под третий палец наклеивали небольшую полосочку. Вот сюда под струны мы располагали эту полосочку, закрепляли ее скотчем, либо чем-нибудь другим, что у вас под рукой есть. Эта полосочка означает, что нота ре, допустим, на ля струне, это третий пальчик в первой позиции и первый палец в третьей позиции. Поэтому вы спокойно, ориентируясь на эту полосочку, сможете играть чисто в третьей позиции. Вы будете точно знать, куда ставить ваш первый палец и на что ориентироваться. Еще раз напоминаю, для не новичков уже, а те, кто овладел сменой позиции, распределение смычка в этом произведении у нас будет абсолютно простое. На восьмушке мы тратим половинку смычка, на четверти мы тратим целый смычок. Это элементарно. 16-й мы исполняем маленьким смычочком у колодки. Первый пальчик, да, у вас будет полосочка, либо вы уже сами знаете, где использовать, где находится эта нота. И поэтому сначала мы находим ноту, можем сравнить с пустой струной ре. Нашли. Услышали вступление в фонограмме, там есть несколько тактов, после которых вы вступаете. Фонограмма сопровождена колокольчиками, и ваша мелодия, вы можете подстроить свою мелодию под эти колокольчики. Вы будете знать, где вам вступать и что вам играть, если вдруг вы потерялись. Используйте, пожалуйста, свою вибрацию, используйте весь ваш арсенал. Все, что вы можете сыграть на скрипке и как можете украсить свой звук, используйте, пожалуйста, во благо. И уж поверьте мне, когда вы включите фонограмму и захотите удивить кого-то своим Jingle Bells, у вас это получится, потому что вы уже многое умеете. Также хотелось бы вам рассказать о трудностях исполнения под минус. В чем состоит суть? В том, что минус написан в одном едином темпе, и, соответственно, вы не сможете где-то замедлить, вы не сможете где-то ускориться, потому что вам необходимо держать один и тот же темп. Соответственно, выученность текста должна быть на высоком уровне, независимо от того, новичок вы или уже профессионал. Поэтому обратите на это внимание. В фонограмме исполняется 2 раза куплет и припев, поэтому вы можете эту фонограмму исполнять целиком, можете не совсем до конца ее использовать, как вы захотите. А можете вообще скомбинировать. Фонограмму нужно изменить в тональность соль мажор. Она у вас дана в фа мажоре. Вы видите на экране вот такие вот клавиши, там где написано тональность и плюсик. На этот плюсик вам нужно нажать 2 раза, чтобы в окошке появилась двоечка. Потом вы видите ниже клавишу «Обработать». Нажимаете на нее, и ваш минус обрабатывается в соль мажоре, и только потом вы можете его скачать, сохранить. Я надеюсь, мое видео было вам полезно, и уже совсем скоро вы сможете сыграть Jingle Bells под минус и для своих друзей устроите чудесный новогодний вечер, либо рождественский. Все зависит от того, в какой стране вы находитесь. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, советуйте своим друзьям. И еще один небольшой подарок для всех
любителей скрипки. В описании под видео вы увидите ссылочку на телеграм-канал, в котором вы можете напрямую быстро задать мне вопрос, который вас интересует. Например, у вас не получается какое-то место в вашем произведении, либо вы не понимаете, как сыграть ритмически это произведение, я вам подскажу. Я вам постараюсь максимально быстро и качественно ответить на все ваши вопросы, чтобы вы не застревали на изученном материале, а могли двигаться дальше и расти.